История начинается с того, что главный герой Тоя сражается со своими невестами. Их цель – два мифриловых гиганта. Тело мифриловых гигантов настолько твердое, что обычное оружие не может их повредить. Тоя телепортирует двух мифриловых гигантов на высоту 10 тысяч метров через портал. После того, как они падают, Тоя и его невесты по очереди атакуют общими усилиями. Им удается победить двух мифриловых гигантов. После возвращения домой Тою вызывает бог, которого сопровождает богиня и который спешит встретиться с ним. Боги хотят узнать о ситуации Тои. Тоя очень доволен своей нынешней жизнью и благодарен богам за то, что они подарили ему вторую жизнь. На данный момент он не уверен в своих будущих целях, но намерен зарабатывать деньги, сначала выполняя задания. Говоря о смартфонах, богиня замечает, что Тоя не использует фотографии своих 4 невест в качестве заставки. Она считает, что очень приятно установить фотографию любимого человека в качестве заставки и улыбаться, глядя на фотографию. Но Тоя думает иначе. Она помнит, как Тоя смеялся, когда покупал обручальные кольца для 4 невест. Тоя не ожидал, что богиня и бог шпионили за его жизнью. Тем временем невесты Тои купаются вместе. Они все настолько одержимы Тоей, что не могут не проверить свои обручальные кольца. Тоя очень силен, и Юмина верит, что в будущем у него будет больше невест. Они не могут вмешиваться в решение Тои, и что им нужно сделать сейчас, так это попытаться укрепиться и поддержать Тою. Другие невесты также согласны с идеей Юмины. Приняв ванну, одна из невест Яэ и Тоя приходят в ремонтную. Меч Яэ сломался во время битвы с мифриловыми гигантами, и на создание нового уйдет неделя. На обратном пути Яэ предлагает взяться за руки с Тоей, на что Тоя соглашается. Яэ очень взволнована и надеется, что они с Тоей всегда будут такими счастливыми. Позже Тоя и Юмина вместе прибывают во дворец. Юмина – старшая принцесса королевства Белфаст и имеет очень высокий статус. Королева рада, что они могут быть помолвлены, но ее беспокоит, что объявление об их браке создаст проблемы для Тои. Во-первых, дворяне, выбравшие Юмину в качестве невестки, увидят в Той врага. Если Тоя не сможет хорошо себя показать, некоторые сочтут, что он недостоин быть мужем Юмины. Вернувшись из дворца, Тоя думает о 3 проблемах, поднятых королевой. Первые 2 неизбежны, и что он может сделать так, это попытаться добиться реальных успехов и внести свой вклад в развитие страны. Итак, Тоя идет в отель, чтобы разобраться в ситуации. Зная, что отель не заработал много денег, Тоя помогает владельцу преобразовать отель и создать горячий источник. После этого он собирает группу знакомых ему людей, чтобы они приехали в отель, чтобы испытать его. В него входят 4 невесты. Юмина обнаруживает, что купание в горячих источниках делает ее кожу более гладкой и хочет, чтобы Тоя восхищался ее кожей. Остальные невесты застенчивы и не признают, что их цель понравится Тое еще больше. Юмина думает, что они недостаточно зрелые. Если им действительно нравится Тое, они захотят интимного общения с ним. Она задается вопросом, действительно ли им нравится Тое. Чтобы убедить Юмину в своих чувствах к Тое, они рассказывают свои истории. Когда Эльза впервые встретила Тою, она влюбилась в него. Он был очень нежен в каждом движении и уважал ее. После того, как они провели долгое время вместе, она постепенно влюбилась в Тою. Линдзи – сестра-близнец Эльзы, и она не умеет общаться с людьми, и каждый раз, когда она общается с мальчиком, она раздражает собеседника. Но Тоя был терпелив и всегда внимательно ее слушал. Когда Тоя взял ее на встречу с другими девушками, ее сердце было разбито. Именно тогда она поняла, что влюбилась в него. У Яи такой же опыт с ним, и она восхищается характером Тои. Он осмотрителен и очень решителен. Он действует больше для других, чем для себя, и часто помогает окружающим. Вот причины, почему он их привлекает. После того, как они рассказывают свои истории, Эльза просит Юмину также рассказать, почему ей нравится Тоя. Юмина очень прямолинейна. По ее словам, она была уверена, что Тоя станет ее мужем, когда впервые встретила его. Она не может назвать конкретную причину, но он ей просто нравится. В это время они слышат, как хранитель Небесного Сада Франческа говорит, что собирается потереть Тое спину. Прямо сейчас Франческа и Тоя купаются в разных бассейнах, потому что 2 бассейна разделяет забор. Она хочет перелезть через него и пойти к Тое. Неожиданно Тоя установил на заборе парализующее устройство, чтобы никто не подсматривал в женской бане. Будучи парализованной, Франческа не может двигаться, в то время как Тоя наслаждается купанием. Лин внезапно врывается в мужскую баню и сообщает Тое, что нашла руины острова Вавилон. Лин – лидер племени фей и мастер использования магии. Она интересуется утраченными древними технологиями и знаниями и хочет открыть портал, чтобы добраться до древних руин, в которых она не была.
Они используют устройство наблюдения, чтобы определить местонахождение руин. Они находят гигантского хрустального монстра Фрейза, который собирается напасть на группу людей. Тоя немедленно бросается в пустыню со своими членами гарема. Сестры Эльзи несут ответственность за доставку людей в безопасное место. Яя очень сильная, и Тоя использует портал, чтобы отправить ее на дуэль с Фрейзом. Поскольку тело Фрейза очень твердая атака, Яя не причиняет ему вреда. Она терпит неудачу в атаке и возвращается к Тое. Пока Тоя обдумывает план битвы, появляется его друг Энде. Он не ожидает увидеть здесь Тою и немедленно приветствует его. Затем он телепортируется к Фрейзу и разбивает его магией. Тоя хвалит силу Энде и спрашивает его о происхождении Фрейзов. По словам Энде, в этом мире есть барьер, который предотвращает вторжение посторонних объектов. Но однажды в барьере появилась трещина, и из нее вышли Фрейзы. Энде думает, что Фрейз – всего лишь подчиненный, который делает то, что ему говорят. Его цель – найти спящего короля. Энде не объясняет много чего и сразу прощается с ним. После ухода Энде Тоя раздает воду жертвам. Среди этих жертв трое авантюристов. Кроме них, все носят ошейники, которые являются символом рабов и означают, что они не могут ослушаться приказов своих хозяев. Если насильно снять ошейник, они пострадают от сильной боли и, может, даже умрут, потому что их владелец мертв, у них нет возможности снять ошейник. Трое искателей приключений очень симпатизируют им и намерены помочь им сбежать за границу и найти способ снять ошейник. Тоя тоже им сочувствует. Используя магию мгновенного извлечения, он снимает ошейники, но их личность как рабов не может быть изменена, и они не могут вернуться в свои родные страны. Юмина, как первая принцесса, предлагает им присоединиться к королевству Белфаст. Они настолько ей благодарны, что преклоняют колено, чтобы поблагодарить ее. Тоя отправляет их домой и просит Франческу помочь им, прежде чем отправиться на руины острова Вавилон. Лин просит Тою объяснить свои отношения с Энде. Тоя отвечает, что он встретил Энде, когда покупал обручальные кольца. В то время Энде хотел расплатиться странной монетой, но торговец отказался. После того, как Тоя оплатил счет, он получил странную монету. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Тоя показывает монету. Франческа много знает о древних цивилизациях. Она узнала в монете серебряную монету Парфена, валюту, существовавшую 5000 лет назад. Лин считает, что Энде очень подозрителен. Он не только носит с собой древние монеты, но и может легко побеждать кристальных монстров. Эльза слышит, как Лин упоминает кристального монстра и пользуется возможностью спросить Тою, почему он знает, что зверя зовут Фрейз. Тоя сообщает им, что он получил сообщение от Регины. Регина создала 9 плавучих островов, Вавилон и Небесный сад. Одни из них, она жила 5000 лет назад и была гениальной женщиной-ученым древних цивилизаций. У Регины был инструмент, позволяющий предвидеть будущее, и она наблюдала за ним каждый день, пока однажды Фрейзы не уничтожили Парфена, где находилась Регина. Возможно, как сказал Энде, Фрейзы появились из-за трещины в мировом барьере. Тоя мало что знает и надеется, что Франческа расскажет ему более подробную историю, например, воевали ли люди с Фрейзами 5000 лет назад. Ответ Франчески его сильно удивляет. Хотя это была тяжелая битва, люди и Фрейзы официально не участвовали в битве. Регина разработала оружие против Фрейзов, однопилотного гигантского мобильного робота под названием Фреймгир. Неожиданно к моменту изготовления оружия Фрейзы исчезли. Позже это оружие хранилось в одних из руин Вавилона, а именно ангар для транспортных средств. Если Тоя сможет его найти, он сможет получить это оружие. Итак, Тоя снова ведет членов своего гарема на поиски руин. Используя магию ветра, Лин обнаруживает руины под пустыней. Тоя первым входит в руины и находит внутри систему телепортации. Поскольку внутри руин магия недоступна, Тоя просит призванного зверя Кахаку сообщить остальным о его ситуации. Затем он попадает на другой плавучий остров Вавилон через систему телепортации. К сожалению, это не ангар для транспортных средств, розета-менеджер этого острова. Хотя Тоя совместимый человек, она все еще просит его пройти тест, который требует, чтобы Тоя встал на место и угадал цвет нижнего белья Розеты. Используя магию, Тоя произносит правильный ответ. Розета узнает в Тое подходящего человека и объявляет его владельцем. Она записывает его ДНК поцелуем и берет его на экскурсию. Ремонтная станция оснащена передовыми технологиями, и Тоя и Розета имеют доступ к созданию любого инструмента на крошечном кубе, если у них есть исходный объект. Они также могут воспроизвести его напрямую.
Тоя использует свой обычный автоматический пистолет и кусок мифрила, чтобы создать мифриловый пистолет. Единственное, что его разочаровывает, это то, что хотя Фрамгир и был сделан здесь, все готовые изделия были сложены в ангар, и он не сможет их получить после посещения этой станции. Тоя использует портал, чтобы привести сюда членов своего гарема, включая Франческу. Поскольку Тоя теперь является владельцем Небесного Сада и ремонтный, он решает объединить их в одно. Вернувшись в королевство Белфаст, Тоя создает рабочие места для людей из пустыни. Он делает много велосипедов и продает их торговцам по высоким ценам. После получения первоначального финансирования он открывает кафе. Как владелец кафе, Тоя пользуется популярностью у многих людей. В этот день Тоя и Юмина приходят в гильдию и принимают заказ на борьбу с кровавыми крабами. Пока они разговаривают с Прим, она просит Тою заказать доступную серию книг «Орден Розы». После выхода из гильдии Юмина что-то ему рассказывает. В последнее время очень популярны работы о гомоэротических отношениях в читальном кафе. Книги, которые упоминает Прим, также об этой теме. Автор книги – Релиэль, первая принцесса Империума Рефриза. Поскольку у Юмины с ней очень хорошие отношения, она знает, что Релиэль любит истории о гомоэротических отношениях и что она создала Орден Розы под псевдонимом. Невозможно понять предпочтение Релиэль. Тоя решает сначала вступить в бой с кровавыми крабами. Он и Юмина работают вместе и легко побеждают кровавых крабов. Возвращаясь в гильдию, чтобы сообщить о результате, Тоя говорит Прим, что собирается заказать книги и просит ее выбрать популярные произведения на ту же тему. Прим очень взволнована. Она немедленно идет общаться с другими девушками и составляет длинный список книг. Тоя приходит в книжный магазин со списком книг. Интересно, что он встречает здесь Релиэль. Релиэль собирается купить очень популярный роман о гомоэротических отношениях. Но книгу, которую она хочет, купил Тоя. Когда она узнала, что Тоя купил Орден Розы, она решает использовать подписанную книгу, чтобы обменяться. Когда она показывает, что является автором Ордена Розы, Тоя понимает, что это Релиэль, о которой упоминала Юмина, и выкрикивает ее имя. Релиэль шокирована еще больше, чем Тоя. Ее авторство было хорошо скрыто, и она не понимает, почему Тоя знает правду. Тоя объясняет, что он жених Юмины и что он узнал это от нее. Поскольку Тоя покупает много романов о гомоэротических отношениях, Релиэль неправильно понимает и думает, что ему нравятся мальчики, и она очень подозрительно относится к его настоящим отношениям с Юминой. Чтобы убедить ее, что ему нравятся девушки, он устраивает ей встречу с Юминой. Он также идет в ремонтную и копирует книгу, которую хочет Релиэль. После знакомства с Тоей у Релиэль появилось много вдохновения. Затем она пишет роман с участием Тои. Тоя стал настоящим гачименом. Welcome to the club, buddy. В этом романе Тоя творит много зла рыцарям, принцессам и принцам, чтобы захватить определенную страну. Когда Тоя читает об этом, он очень злится. После этого Тоя продолжает собирать книги. В этот день он приезжает в Империю Регулус покупать книги. В Империи происходит военный переворот, и на улицах творится хаос. Тоя встречает на улице раненого молодого человека и спешит залечить его раны с помощью магии. Чтобы остановить гражданскую войну, Тоя бросается во дворец. Он использует свой смартфон, чтобы искать нуждающихся людей, и обнаруживает третью принцессу Люсию. Он уничтожает солдат, напавших на Люсию, и залечивает ее раны. Люсия редко общается с мужчинами, и она очень нервничает при общении с Тоей. В это время к ней подбегает женщина-рыцарь имперских рыцарей. Зная, что Тоя овладел магией телепортации, она просит его телепортировать членов королевской семьи в безопасное место. Тоя удовлетворяет ее просьбу. Во главе с женщиной-рыцарем они приходят в спальню короля. Король без сознания из-за лидера повстанцев Базора. Базор – генерал королевства Регулус. Несколько дней назад у него были разногласия с королем. Он хотел напасть на королевство Белфаст, но король отказался. Базор – очень амбициозный человек. Он 20 лет готовился к захвату королевства Белфаст. Он использовал преступников в качестве жертвы и заключил договор с демонами. Все те, кто пытается его остановить, его враги. Поскольку Тоя помогал королевской семье Регулуса, Базор очень зол на него. Он не только вызывает демонов, но также использует артефакты для поглощения маны Тои. В дополнение к этому у него также есть артефакт, используемый для защиты, и физические атаки не окажут на него никакого эффекта. Понимая, что победить Базора ему будет сложно, Тоя решает уйти с Люси и ее отцом, а также с женщиной-рыцарем. Хотя он не может победить Базора, сейчас он использует магию, чтобы доставить неприятности Базору. Тоя забирает их домой и лечит.
Затем он сообщает своим невестам о гражданской войне в королевстве Регулус. Учитывая, что Базор собирается напасть на королевство Белфаст, им нужно найти способ справиться с ним, поэтому он сообщает о Базоре королю Белфаста. Король разрабатывает план и просит Тою о помощи. Тоя принимает поручение короля. Когда он снова возвращается домой, король Регулуса проснулся и поблагодарил его. Тоя говорит ему не волноваться, поскольку они уже разработали стратегию против Базора. Люсия просит Тою найти ее брата. Тоя просит Люсию представить внешний вид ее брата. В то же время он применяет магию и читает ее воспоминания. Но он не ожидает, что брат Люсии – это тот молодой человек, которого он спас. Он использует свой телефон, чтобы определить местонахождение брата Люсии, и обнаруживает, что тот поселился в очень безопасном месте. После рассвета Тоя вместе со своими невестами проникает в королевство Регулус. Поскольку магия неэффективна против Базора и демонов, он разрабатывает два очень тщательно продуманных плана. В первом плане он накладывает магию на мифриловый меч и использует его, чтобы рубить демонов. Во втором плане он использует магию телепортации, чтобы отправить Базора в хранилище. На складе находится несколько слаймов, которые вызывают ужасный запах. После входа в пространство Базор теряет сознание из-за этого. С помощью Тои гражданская война в королевстве Регулус закончена, и король восстанавливает контроль над страной. Чтобы поблагодарить Тою, король решает выдать за него Люсию. Юмина очень рада. Она давно поняла, что Люсии нравится Тоя, поэтому она заранее спросила мнение других невест и обнаружила, что все они поддерживают брак Тои с Люсией. Люсия становится пятой невестой Тои, как она того желает, и чувствует себя очень счастливой. Короли королевств Белфаст и Регулус решают отдать часть своих земель Тоя, чтобы вознаградить его. Другими словами, Тоя станет королем этой территории. Тоя принимает их доброту и называет свое королевство Брунгильда. Дальше он собирается планировать урбанизацию. Когда Тоя и его невесты обсуждают дизайн замка, Розетта знакомит их с еще одной функцией ремонтной. Помимо копирования, она также имеет функцию автоматического преобразования. Если материалы подготовлены, трансформацию можно завершить за 3 дня. В целях экономии материалов Люсия предлагает использовать материалы из заброшенных замков. Идея всем нравится, их совместными усилиями быстро строится. После основания королевства Брунгильды король империи Рефриза обращается к Тое с просьбой об установлении дипломатических отношений. Он также предлагает Тое устроить прием, чтобы развлечь королей Запада. Тоя принимает его предложение, он зовет на помощь официантов кафе, а также готовит различные развлекательные заведения. Пока он думает о безопасности, посетитель предлагает ему помощь. Посетителя зовут Цубаки. Она женщина-ниндзя, бывший член элитной четверки Такеды во главе с Касакой. Цубаки берет к себе весь свой клан. С разрешения Тои они становятся первыми жителями королевства Брунгильды. Стоит отметить, что Касака становится премьер-министром Тои благодаря своим выдающимся способностям. Учитывая необходимость какой-либо коммерческой деятельности жителей, Тоя решает нанять торговцев. Он не только создает улицу со своей ремонтной, но и строит входной пост вместе с людьми из клана Цубаки. Люсия замечает, что Тоя очень занят работой и специально готовит для него. Тоя считает ее очень милой девушкой. Когда прием начинается, развлекательные заведения, подготовленные Той, пользуются популярностью среди многих королей. Впервые короли стран имеют возможность собраться вместе, и каждый из них прекрасно проводит время. Финальное представление приема фейерверк. Наслаждаясь фейерверком, Люсия благодарит Тою. С момента встречи с ним она прекрасно проводит время каждый день. Тоя пользуется возможностью, чтобы подарить Люсии обручальное кольцо. После приема Тоя и члены его гарема вновь отправляются в путешествие на поиски руин Вавилона. К счастью, они находят реликвию в королевстве Эльфрау. Как и в прошлый раз, Тоя первым входит в руины, а затем находит алхимическую лабораторию, администратора которой зовут Флора. Поскольку у Тои уже есть сад и ремонтная Флора узнала в нем подходящего человека, но все же просит Тою пройти тест, включающий прикосновение к ее телу. Тоя не ожидает, что Флора окажется такой же извращенной, как Розетта, и очень нервничает. Флора объявляет, что Тоя стал владельцем алхимической лаборатории и записывает его ДНК поцелуем. Сразу после этого Флора берет Тою в алхимическую лабораторию, которая представляет собой объект, используемый для объединения различных веществ и магии для создания новых предметов, например, зелий, которое лечит раны и так далее. Оно также функционирует как медицинское учреждение, и можно заново вырастить руку или ногу. Это будет очень хорошая новость для жителей Брунгильды. Разобравшись с этими вещами, Тоя намерен сосредоточиться на заботе об окружающих его людях. Он приходит к родителям Яя и не только чтобы попросить у их семьи разрешения на брак. Родители Яя очень уважают ее мнение и не возражают. Когда дядя-двойняшек узнал, что Тоя король Брунгильды, его первая реакция – встать перед ним на колени.
Позже, когда Тоя узнает, что в родном городе близнецов появились громомедведи, он помогает их уничтожить, ожидая, пока гильдия искателей приключений разберется с громовыми медведями. Тоя встречает Энде. Ему очень любопытны Фрейзы, и он надеется, что Энде развеет его замешательство. Энде не может рассказать ему все подробности того, что произошло, говоря только часть правды. Фрейзы не принадлежат этому миру, и они пришли в этот мир, чтобы найти ядро короля. Это ядро спрятано в теле случайного человека и издает уникальный слабый звук. Поскольку этот звук заглушается сердцебиением носителя, они не слышат звук и могут заставить сердцебиение исчезнуть, только убивая. Вот почему армия фрейзов напала на человечество 5000 лет назад. Но по какой-то причине барьер мира восстановлен, и фрейзы не смогли снова войти в мир людей. Тогда задачей Энды было уничтожить оставшиеся фрейзы. Неожиданно 5000 лет спустя трещины возникают снова. Это все, что Энды может сказать Тое. Прежде чем Энды уходит, Тое спрашивает его, кто он. Энды отвечает, что он путешественник. Тое беспокоится, что фрейзы нападут на его королевство. Чтобы противостоять фрейзам, он консультируется с Розеттой по поводу фреймгиров. Розетта говорит Тое, что материалы, необходимые для изготовления фреймгир, огромны и сложные, и они могут производить только одну в день. Кроме того, в ангаре для транспортных средств не так много рамных передач, всего по 4 или 6 каждого типа. Тое считает, что сейчас самое главное – найти материалы и ангар для техники. Он вызывает огненного монарха и заключает с ним контракт. Тое называет его Кагёку и просит помочь собрать информацию. Кагёку напрямую вызывает 1000 птиц и отправляет их на поиски руин Вавилона. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.